Друзья, всем привет! Видеообзор сделал коротким, но максимально насыщенным нужной информацией. Поэтому не жалеем свои пальцы и нажимаем на подписку и лайк, чтобы в будущем не пропускать видосы. Начну со статов героя. Саруман у нас обладает способностью баланс, плюс 25 мощи, концентрации и скорости, и плюс 2 очков навыка. Он у нас действительно всесторонний, он может управлять любыми войсками, и он максимально разнообразный герой. Наверное, это даже не наверное, а я уверен, что он самый разносторонний герой в игре. Прирост мощи 1.08, концентрация 2.77, больше концентрации только у Саурона и Цестара за зло. Так, скорость 0.57, но скорость нам особо не нужна. Итак, за этот сезон я хорошо прочувствовал и теперь понимаю Сарумана, поэтому хочу поделиться с вами своим опытом. Много его тестировал с разнообразными войсками против разнообразных войск, и таким образом вычислил, что самыми подходящими войсками являются злодеи, аж вплоть до его 10-го ранга. Орков и урукхаев не нужно брать, потому что у добра есть много героев и с Белым Советом, из-за которого по оркам и урукхаям наносится повышенный урон. Но многие все равно продолжают использовать жнецов и берсерков в основном, и при этом получая средние результаты. А со злодеями Саруман даже на R5 уже становится имбой. Деду нужны действительно плотные войска такие, чтобы как можно больше войск накастовывало, как можно больше выживших войск успевало накастовывать по 5% урона с каждым раундом. Злодеи идеально для этого подходят. Теперь перейдем к его титулам. Зачитывать все титулы, навыки я не буду от начала до конца под копирку, потому что смысла в этом никакого не вижу, и думаю, вы меня понимаете. Просто покажу два основных, самых рабочих и самых выгодных скилл билда. Сейчас у меня скилл билд на злодеев. Это максимально, что можно выжать с его 5-го ранга. Вот такая раскачка. Значит, прокачивается глядящий палантир на 15. Шанс впасть в безумие тут у него очень малый. Саруман, не знаю, там где-то, я подсчитывал, где-то 1 из 3 боев, а то и реже, то срабатывает у него безумие по своим. То есть можно это не бояться. А плотности этот скилл дает очень много. Поэтому на 15 глядящий палантир, на 7 фанатизм. Вот как раз из-за фанатизма и нужно давать Саруману достаточно плотных войск, чтобы они больше выживали. И таким образом их будет больше выживать, и таким образом больше воинов накастуют с каждым раундом по 5% урона на каждый раунд ближнего боя. На единичку необузданное волшебство, тоже неплохой урон будет. И глаз Сарумана на 15. По всем вражеским отрядам каждый раунд с вероятностью 30% наносится безумие. Безумие достаточно хорошее, оно уникальное. Шлем от безумия фиолетовый не спасет, потому что он спасает только 3 раунда. Здесь все раунды действует безумие. Хорошее безумие часто срабатывает. И есть еще у Сарумана выкачка души. Это идентичная хилка, как у Саурона. И еще прокачиваем шарки на 15, чтобы на 30% увеличить урон. И плюс концентрация плюс 15. Так, вот и на единичку прокачиваем многоцветный. Вот такой скилл билд на злодеев у Сарумана. Это максимально, что можно выжать с 5-го ранга. Когда будет 6-й ранг, то я уберу единичку с необузданного волшебства, добавлю в многоцветный, и плюс еще один навык будет за 6-й уровень ранга, и тогда вкину его в разряд концентрации, потому что там с 5-го раунда
Урон наносится по всем войскам, которые есть в бою, и они потом, следующая ихняя атака и атака командира, что тоже немаловажно, будет намного меньше. Вот такой скилл-билд на злодеев. И такой скилл-билд нужно использовать, и злодеев нужно использовать аж вплоть до получения крюков на контратаку. И сейчас покажу, какие вещи нужно одевать на деда нашего при таком скилл-билде и при Сарумане. Значит, я одел барабаны, потому что у меня нет трубки на хил, но барабаны тоже неплохо, конечно, тоже не помешают, но в идеале для него идеальный аксессуар — это трубка на хил. Много концентрации дает, а у него все скалируется от концентрации, и много хила дает. Я уже объяснил, почему его войскам нужно выживать. Потом в идеале костяная маска на манипуляцию. В идеале пластинчатая броня с рвением ближнего боя. Но если нет пластинчатой брони, то вот как у меня отличный доспех тоже неплохо будет. Даст защиту и получаемый урон минус проценты для ближнего боя. И в идеале будет сейчас кортик на рвение ближнего боя. Вот этот короткий меч предводителя с мощью ближнего боя. Он, получается, при последней прокачке даст к урону армии ближникам плюс 3 и плюс 9%. То есть это намного лучше. Сейчас почему объясню лучше, чем резчик. Потому что короткий меч дает сразу процент урона твоим ближним юнитам. А ты как раз будешь и играть ближними юнитами. А у резчика этот скилл сейчас на выпад. У него вероятность срабатывания всего 35%. Я смотрел, он действительно редко срабатывает. Где-то там 2 раза за бой в среднем он сработает. И то, если повезет, бывает и не сработает даже. То есть, так что чисто брать из-за концентрации резчика, не вижу смысла. Лучше сразу дать войскам больший урон на 9%, чтобы они изначально уже наносили много урона. Вот так. И вот такой скилл-билд. То есть, ничего сверхдорогого. В фиолет его можно спокойно одеть. И он уже будет показывать достаточно сильные результаты. Так, а теперь перейдем к очень шикарному скилл-билду, но очень дорогому. И его нужно начинать использовать только с появлением крюков на контратаку. Так, перейдем к титулам. Тогда при появлении крюков на контратаку мы просто-напросто ставим ему моностак берсерков. И при этом мы качаем глядящий палантир на 15, естественно же, фанатизм на 7, необузданное волшебство можно на 1, многоцветный на 2, разряд концентрации на 1, сотрясающий удар на 1, глаз Сарумана на 2, выкачивание души на 1, шарки на 15, капитан Урукхай на 7 и мордгульский командир тоже на 7. Данная прокачка 5-го ранга. Когда ранг будем повышать, то будем дальше прокачивать глаз Сарумана и параллельно вкидывать очки в выкачивание души для большего хила. Перейдем сразу к снаряжению, которое нужно для нашего моностака берсерков с крюками. Так, значит, естественно, крюки с контратакой дадут плюс 9 к урону берсеркам. Это очень много, действительно.
А эти минус 3 хп берсерком, ну, это ничего по сравнению с плюс 9 урона. Потом броня берсерка с эффектом стойкость Урукхаев. Вот еще союзные юниты Урукхай получаем урон минус 9%. И еще 3 хп даст при максимальной прокачке. Как раз эти минус 3 хп от крюков и аннигилируются. Шлем. Шлем берсерков тоже со стойкостью Урукхаев. При полной прокачке тоже вот союзные юниты Урукхай получаем урон минус 9%. Это уже будет плюс 12 к урону нашим берсеркам. И в идеале барабаны Барадура с хилкой. Вот, союзный железный страж. Союзные юниты ближнего боя восстанавливают 36% очков здоровья каждый раунд. Ну, или либо можно палантир с отметкой. У наших берсеркеров будет аж плюс 15 к урону при такой сборке. Назовем эту сборку что-то на богатом, потому что это действительно дорого. Да, и у берсерков будет аж плюс 15 к урону. Это учитывая, что у самих уже хороший урон изначальный. Плюс фанатизм, наносимый урон плюс 20% на начале боя. Да, это будет слишком. И таким образом, в такой идеальной золотой сборке Саруман становится просто неубиваемым. Он действительно вынесет всех. Он вынесет даже Санинд. Потому что у нее 3 стака. И берсеркеры просто в 3 стака будут контратаковать. То есть он вынесет даже Санинд. То есть в идеальной сборке Саруман самый сильный герой в этой игре. Хороший Саруман это действительно редкость. Все потому, что он начинает хорошо играть только с 5-го ранга. И все, кому он выпадает, не успев докачать его до 5-го ранга, успевают разочаровываться им и отправляют его в отставку, что является очень грубой ошибкой. Поэтому он является действительно очень редким. А сейчас давайте перейдем к логам. Тут немного я подсобирал логов. Так, что тут у нас? Вин напала, да? Аймсер. Ну вот, хорошая Эовин. Она лучше одета, чем я. Ну, немного лучше. И вот такой исход. В 2 раза больше получила урона. 179 на 302. Вот так. Вот тут вообще недобитый Саруман, всего 188 тысяч хп против полного Эомера. Ну, Эомер по вещам немного хуже, чем мой Саруман, но в 2 раза больше хп у него же было. А исход в итоге, ну, я немного больше, он на 20 тысяч всего больше получил урона, чем он. То есть, вот так Саруман себя показывает. Вот Гиль, 10 ранг. Вещи, ну, можно сказать, такие, как у меня. По прокачке. Лханг, что тут? На 2 золотые. В общем, это Гиль 10 ранга, полный против меня полного. И исход получился, да, в его сторону плюс. Так, у нас получается, ну, на 35 тысяч хп я больше урона получил. Но все равно это 10 ранг Гильгалада. И получился, можно сказать, почти равный бой. При том, что у меня Саруман всего 5-го ранга. И вещи, ну, не лучше, чем у него. Потому что у него там золото чуть больше. Ну, примерно, можно сказать, одинаковые вещи. И вот такой исход. Можно сказать, почти равный. А если бы Саруман был 10-го ранга? От этого Гильгалада бы ничего не осталось бы. Или если бы Саруман был с преследованием. То, короче, Гильгалад это уже такое.
против Сарумана. Так. Это у нас Двалин. А, я тут недобитый был. Я тут, да, был не полный. 240 тысяч хп. Он полный. И исход в мою пользу получился. Ну вот так, даже ДДшников с неполной армией он выносит. А когда он с полной армией, то там пофиг, какой ДДшник, всех выносит. Так, это... А, вот начало. Вот. Гена чисто затанкован. Он весь такой, и вещи все в танковость, и прокачка все в танковость, и войска в танковость, но не получилось. Вот так. Саруман, короче, после ничьи вот такой дальше был второй раунд. Так. Гена тут... Это... О! Вот. Ну тут видно, что действительно намного лучше прокачаны вещи, чем у меня. Но исход вот такой. Исход на 20 тысяч больше получается. Я урона получил. Но у него прокачка намного лучше вещей. Ну, то есть сами сравните, ну, действительно намного лучше вещи. У него правильные войска поставлены. И действительно правильная прокачка скиллов. Молодец. Но исход равный. Так, здесь у нас что? А, это сначала на меня Эовин напала. Но Эовин тут никакая. И сразу за ней Гендальф. Ну, Гендальф, вот, немного вещи хуже, чем у меня. Но я был не полный. И все равно исход в мою пользу. Сарумана. Так что, друзья, как вы считаете, действительно ли Саруман обладает самым большим скрытым потенциалом в игре? Напишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях. Мне будет интересно узнать ваше мнение. Если понравилось видео, подписывайтесь и ставьте лайк, чтобы не пропустить будущие видео. Все, всем спасибо, всем пока.